Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Полина Реутова на связи прямо сейчас. Медиаэксперт, историк, политический эксперт. Полина, приветствую вас. Добрый день. Начнем мы наш разговор с достаточно тревожных ожиданий, а что будет дальше по Стамбулу. Путин в Минске сделал ряд заявлений, причем очень интересно они отозвались в сегодняшних, например, материалах западной прессы, в том числе и Блумберге, что, мол, смотрите, разогретая там военная экономика, в общем, будет тормозить ее Путин в том плане, что сократит расходы возможно, опять-таки, опираемся на первоисточник, возможно, будет сокращение в следующем году расходов на войну, на Минобороны. И, конечно, форум же там экономический, саммит, да, в Минске. И поэтому, собственно, вот возникает главный вопрос. То есть, и это как бы задает сам Путин, что, смотрите, хоронят, во-первых, сдохнут сами, нас хоронят. Это такая фраза, которая запомнилась многим. Имеется в виду страны Запада. Но обвинение России в том, что она хочет нападать на НАТО, на европейские страны, но оно получается беспочвенным. Как так может быть, если там экономика, которая переживает кризис, упадок, в общем, скоро все рухнет, собирается атаковать страны Запада, у которых тоже не сказать, что все хорошо, но значительно лучше. Плюс оборона НАТО растут расходы. Все сейчас договариваются про эти 5% в угоду Трампу. Зеленский пристраивается, говорит, дайте мне 0,25% от ваших ВВП. А в России вроде как, да, сокращается, там, рост падает и сокращаются на армию расходы. Как в этой ситуации, вот прежде всего с экономической точки зрения, договариваться, если, казалось бы, в фундаментальных базисах, да, вот мы видим полное противоречие целеполагания одной из сторон и другой из сторон, то есть Запада и России. Я здесь бы, наверное, связала еще американского господина, визит привязала в Минск, который предшествовал вот этим вот речам. Как мне представляется, это может быть публичный пас со стороны Владимира Путина как декларация о намерениях в большей степени, то есть через экономические вот такие заявления. Возможно, это такая аккуратная попытка продемонстрировать готовность к завершению конфликта. И многие это так интерпретируют. Касательно 5%, если Путин там к 30-му году, по их версии, должен напасть, а только к 35-му они хотят 5% ВВП на НАТО отдавать, то какой смысл? То есть Путин на 5 лет раньше нападет, а они хотят только к 35-му году разгоняться. Немножко нелогичная получается история. И в принципе, если почитать заявления в прессе, как правило, устами чиновников и через призму различных комментариев, у них одновременно сходятся противоречащие позиции. С одной стороны, российская экономика, крах, падение, ужас, кошмар, конец вот-вот. С другой стороны, Путин всемогущий, нападет на тех, нападет на этих. И вот эти взаимоисключающие параграфы у них каким-то замечательным образом уживаются. Хотя если попробовать это проанализировать хотя бы с маленькой долей здравого смысла, то здесь возникают непримиримые противоречия. Я предполагаю, что визит Келлога к Лукашенко был очень тесно связан в том числе с экономическими вопросами и с тем, как союзное государство в данном случае будет дальше существовать экономические связи, в связях с Соединенными Штатами в том числе. Возможно, был большой объем таких пластов оговорен. И
все-таки вот эти вот два события и последующее заявление президента России я бы все-таки связывала вот с тем визитом тоже американским, потому что здесь большой такой потенциал экономической, скажем так, прокладки, если рассматривать Беларусь вот в этом контексте, потому что экономика России и Беларуси очень связаны, они интегрируются серьезными темпами. Это не только связано с ВПК, там много законодательных инициатив, медленно, но верно формируются общие органы надгосударственные управления, в том числе экономические. Поэтому, если рассматривать заявление как декларацию о намерениях, ну, можно рассмотреть. Одновременно с тем, та же так называемая Европа, она, несмотря на то, что декламирует, рассказывает, кричит везде, что как они хотят, значит, мир, ровно противоположные тезисы выдвигают ежедневно, которые такому развитию событий не способствуют. И опять-таки в их голове одновременно замечательно укладывается, с одной стороны, экономический крах, ужас, кошмар России, а с другой стороны, способность на фоне этого всего Российской Федерации злобно напасть. Вот. Как это умещается в одном пространстве, ну, это уже шиза, как мне кажется. То есть анализировать это, если брать на веру все эти пункты и представить, что это нечто объективное, не представляется возможным. А Но давайте... на уровне публичных заявлений получается, что Российская Федерация, в том числе и экономически, нацелена на уровне декларации прекращать конфликт. А эти кричат про прекращение конфликта, но даже на базе их заявлений и планов можно сделать вывод, что меньше всего, чего бы они хотели, это конфликт прекратить. А давайте вот мы к Келлогу вернемся и обсудим, может быть, Тихановского, да, который... Ну, цирк с конями. Нет, ну, который там наделал шума, который выступает на митингах с двумя микрофонами, на которого там смотрит жена искоса. Это тоже очень интересный ход Лукашенко, именно политический, нужно его как бы проанализировать. Тут есть что анализировать на самом деле, да, то есть и глобально, и с точки зрения вообще дальнейших шагов вот того, ну, как буфера прокладки, как вы сказали, да, вот, чтобы условно... В хорошем смысле. Зайти не напрямую к Путину, ну, условно, там, сесть в Кремле, развалиться на мягком стуле и там делить нефть или шельфы, да, какого-нибудь Северного моря, а вот именно вот зайти так более-менее аккуратно, да, это тоже очень интересный парадокс. Я бы хотел продолжить Орбаном. Вот вы так говорите, так называемая Европа. Слушайте, а прям действительно такой, ну, можно назвать скандал, который учинил Орбан. Значит, 18-й пакет не одобрили, не проголосовали, и Орбан делает заявление за заявлениями. Говорит, смотрите, в Европе никакой Украины не будет, потому что Европа тогда получается в войне. Война переносится в Европу, мы этого не можем допустить, мы должны помогать украинцам, но не вредить себе. Сегодня, например, была публикация про НАТО, в принципе, тот же контекст и тоже продолжение с Европой. В Украине же его там Верещук из офиса президента, другие, в общем, политики, в общем, хейтят. Но это уже традиционная история, то есть, ну, такой конфликтности, да, там Фица был поругаем, теперь вот сейчас Орбан, потому что он выходит публично, говорит, никакой Европы не может быть для Украины. В принципе, разрушается вот этот, ну, определенный консенсус. Потому что с точки зрения, многие об этом, кстати, говорили, не первый год говорили, что по большому счету, там, если замириться, ну, условно, там, или по линии, или каким-то другим путем остановить войну, гипотетически имеется в виду, вот война остановилась, все закончилось, то Москва-то и не против, чтобы вот эта Украина, которая сохранится, отправлялась в Европу. Да, пожалуйста, претензии только к НАТО. За что тогда борется Орбан, и как вы видите вот эту скандальную ситуацию? Мне кажется, сейчас на наших глазах происходит демонтаж Европейского Союза как государственного образования, потому что не только я это отмечала, но и другие эксперты, в том числе историки, что Европейский Союз по форме и по сути это такой унылый косплей СССР во многом.
но тоже совершивший во многом те же ошибки, что и Советский Союз, по причине чего развал становится неизбежным. В первую очередь это отсутствие даже если на уровне декламируемого чего-то, это какое-то равенство, братство и т.д. Среди членов Европейского Союза, а по форме и по сути этого никогда не было, потому что разный экономический потенциал, и у каждой страны, скажем так, разная роль, и не каждой стране эта роль симпатична. Касательно Венгрии и Словакии, как восточных рубежей, скажем, Европейского Союза, им по ряду причин наиболее несимпатичен конфликт на своих границах, скажем так. И Польша уже проявляется во весь рост тоже в этом отношении. То есть эти страны можно понять, но что мы видим, как раз вот эта европейская надстройка номинальная, которая которая управляется не выборными органами даже. То есть это демократы рассказывают, так называемые демократы, рассказывают нам, как должно строить демократию, при этом свой управленческий аппарат институциональный они выстроили на невыборных органах. И Брюссель этим прекрасным образом пользовался, попирая, скажем так, субъектность и интерес тех стран, которые наибольшим образом не заинтересованы, в данном случае в войне. И вот эти заявления, тут даже не совсем про субъектность, там субъектность очень условная, хотя бы по экономическим причинам, но это инструмент глобального такого демонтажа вот этой вот многогосударственной европейской надстройки. Плюс, как мне представляется, это довольно выгодно политически для кабинета Орбана и для кабинета Фица. Люди насмотрелись много чего, в том числе от господ, которые бежали на дорогущих автомобилях и хамски себя вели на протяжении многих лет, в их страны из Украины в том числе. То есть это, як кажуть, суспільна думка сформировалась вполне четко. И вот эта совокупность вот этих факторов, она, в принципе, отвечает на вопрос, почему лидеры Восточной Европы не слишком конвенционально с точки зрения Украины высказываются об Украине. Вот этот вот паттерн под названием «мы жертвы, нам все должны», он уже рушится стремительно. Вот. Лондон, который за Ла-Маншем, уже не входит номинально в ЕС, но тем не меньше одна из ключевых стран вот этой и старой Европы глобально. Они подальше, их более-менее все устраивает, да. Но здесь еще плюс надо учитывать то, какие номинально силы представляет тот же Орбан, да. Это, если грубо сказать, наверное, можно так говорить, конфидент Трампа и вот этого антиглобалистского крыла в Европе. Де-факто, несмотря на вот это раболепство, про которое уже только ленивый не сказал на этом саммите НАТО, все-таки это антитрамповская коалиция в лице ошметков Антанты и примкнувшей к этим ошметкам Германии. То есть интересы там совсем другие. И так называемая мягкая сила трансформировалась в прокси не мягкую силу, что вылилось в войну, а у Трампа все-таки немножко другие интересы в этой части, плюс у него серьезный зуб на этих глобалистов, они ему много крови попортили лично, он как личность нарциссическая и довольно злопамятная, как я могу судить. Вот этим всем товарищам не забудем, не простим, скажем так. И во многом то, что говорит Орбан, возвращаясь к нему, это, если не ЦУ, хотя может и ЦУ, кстати, так называемые ценные указания из нынешней Вашингтонской администрации в лице Трампа и его соратников. Несмотря на то, что там развал схождения лютые, там уже разброд, шатание и т.д., чему, кстати, очень
очень рады вот эти вот господа, с которыми он враждует. Ну, посмотрим, кто кого. Ну, здесь идет, если завершить, в том числе с помощью Украины, потому что в данном случае это очень выгодно. Вот посмотрите, какие у нас убытки, издержки и так далее. На этом можно политически играть, и Орбан делает вот такую ставку. Опять-таки, как сопредельное государство, на границе которых находится государство, где ведутся активные боевые действия, несмотря на то, что это западные рубежи. Просто интересно, интересен другой момент. Ведь по большому-то счету Зеленскому не на кого рассчитывать в стратегическом смысле, кроме как на Европу. Да? А Европа, мы видим, разная. Вообще есть конспирологическая версия, что Орбан и Фицо, Словакия и Венгрия, блокируют там эти пакеты по наставлению других западноевропейских стран, мол, просто делают грязную работу. Так бы вот условно какая-нибудь, я гипотетически беру, не вдаваясь в какие-то там примеры, вот, например, там Бельгия, да, или, не знаю, какая-нибудь другая страна, какая-нибудь там условная Португалия или Италия, да, с ее ярко выраженной мимикой Мелони. Значит, если бы они это сделали, это уже как какой-то вес, да, имеет. Страны там, может быть, побольше или какие-то там статус их другой. А так, вроде как восточноевропейские, им можно, пускай. В общем, науськали их старшие товарищи по европейской семье. И, мол, наоборот, ничего не распадается, а это только демонстрирует, что, вот смотрите, есть какие-то силы, которые за то, чтобы закончить войну. А вообще в Европе есть такие силы, как вам кажется, которые, чтобы, все, хватит. Они в оппозиции, но они есть, конечно. Но вы знаете, от тех, кого наименьшим образом она коснулась война, мне кажется, вот эти даже антивоенные силы, условно правый поворот, вот новый поворот, как в той песне, как бы новый, на самом деле не очень. Мне кажется, это больше тоже инструмент политической борьбы в большей степени используется. Силы есть, но, как в одной из поговорок, бабло побеждает зло. До тех пор, пока намерение сохраняется, а намерение – это ослабление России и все-таки надежда на ее крах, чтобы здесь был ужас, кошмары и так далее. А у них цель, мне кажется, синхронная с той, которую подлинно ставил Израиль, это смена в Иране, это смена режима. Вот они чего бы очень сильно хотели. Ельцин, такие как Ельцин, им весьма нравились, и мы были друзьями, пока там Россия вот в таком положении, скажем так, коленно-локтевом находилась по итогам развала Советского Союза. Как только Россия усиливается, им это не симпатично, конечно, поэтому у них стратегическая цель соответствующая, ни для кого секретом это не является, они это прямо говорят уже довольно давно. Поэтому силы есть, конечно, но пока это количество потраченных ресурсов в качество в виде сверхнегативных последствий социально ощутимых не переросло, говорить о каком-то серьезном противостоянии, мне кажется, не представляется возможным. Плюс мы наблюдаем уже не первый год, да, как потенциальная протестная активность может давиться, в том числе путем цензуры, в средствах массовой коммуникации, в социальных сетях, запрет, прессы, если эта пресса не отражает генеральную линию партии, тоже в так называемой свободной Европе. То есть вот этот комплекс, даже если мы возьмем там возможный какой-то социальный протест, социальную напряженность, это тоже уже купируется. Если какие-то митинги мы всегда с интересом за этой демократией наблюдали в виде там водометов зимой, например, и так далее. Резиновых пуль, газа, да. Или резиновые пули, да. То есть я не могу себе вообразить нечто подобное на каком-нибудь толковище подобного рода в Москве, например. Тут бы уже на ушах стояли бы, все кричали: кровавый режим, репрессии и так далее. Но что-то я такого не припомню. Даже когда скачки были,
на Болотной площади. Полностью слитый протест, кстати, это отдельная тема. Вот. Даже там я такого не припомню. С двух сторон КАМАЗами закрыли. Почему Болотная площадь? Это остров. С двух сторон КАМАЗами закрыли, а там скачите хоть до китайской Пасхи. Вот так это выглядело. Ну, как бы форма выражения протеста. А здесь легко водометы, резиновые пули, слезоточивый газ, и все, и погнали наши городские. То есть протестная активность пресекается, цензура, и вот этот комплекс мер направленный на то, чтобы даже возможные катализаторы, которые могли бы в том числе и политически сыграть на оппонентах, скажем так, вот этих генеральных властей глобалистско-левацких, эта вся история сейчас подавляется. Видимо, экономически, я не экономист, но как изучала вопрос, экономический потенциал пока позволяет вот эту тлеющую форму конфликта обеспечивать. Ну, почему бы и нет? Тем более они прямым текстом, хотя прекрасно понимают, что никакой Путин, никакая Россия, ни на какую Европу нападать не собирается. Единственное, что возможно, как мне кажется, где очаг напряженности, это на Балтике, потому что у нас там Калининградская губерния, она в оперативном натовском окружении, наш эксклав фактически находится. Вот там какие-то напряженности могут быть, там, с так называемой Прибалтикой, вот этой злобной. А остальные моменты, ну, зачем нам это нужно? Тем более в Европах мы, кстати, обратите внимание, даже исторически с вами еще совместно бывали, и в Парижах бывали, и в Берлинах бывали, и доходили довольно далеко, но как-то что-то мы там не оставались. То есть у нас в этом смысле европейская экспансия у нас целеполаганием даже исторически не является, в таком широком смысле захватническом. Вам же скажут ГДР, вам же скажут страны Варшавского договора. Так, Варшавский договор в ответ на НАТО появился. Перед этим Сталин сам хотел в НАТО вступить. Давайте не забывать. Но они об этом не будут напоминать, им это не выгодно. Ну, и Путин хотел в НАТО вступить. И Путин хотел в НАТО вступить, да. Это, значит, отправили по известному адресу. Значит, сегодня в Украине День Конституции. Угу. И приезжает к Зеленскому Дуда. Ну, я так понимаю, Польская. Попрощаться. Наверное, да. Потому что у него там 6 августа, это его, собственно, крайний срок. Там Кароль Навроцкий заходит, выбранный президент. Ну, в общем, пока Дуда президент, вот он встречается, тут ему вешает орден и толкает речь. Очень интересную речь, даже позволю себе зацитировать. «Общественный договор между всеми нами заключается в том, что Украина превыше всего». Ну, вот это «понад усе». «Понад усе». Ага. Что украинцы, наша независимость, права и мечты. «Понад усе», говорит Зеленский. С одной стороны, вроде как набор слов. С другой стороны, очень опасный звонок. Почему? Потому что, ну вот по Конституции все сейчас, в общем, приколупались к этому русскому языку. Ну, там какие-то книжные магазины хайпуют, издательства, да, типа приходишь к нам в магазин, покупаешь какую-нибудь книжку, а там еще позиционируется как книжка, ну, в общем, книжный магазин, там самый русофобский книжный магазин. Ну, то есть, понятно, все на украинском, все в этом духе, то есть, все патриотичненько, все мощненько. И они предлагают бесплатно в День Конституции получить Конституцию. Ну, книжечка чего? Нормально, хорошая акция. На самом деле ничего плохого в этом нет. Но они взяли и красным зачеркнули 10-ю статью, там, где говорится об использовании и защите русского языка. Отдельно выписано, да. А все вот это вот сразу это восприняли. Ну, одни, конечно, возмутились, говорят, что это такое. То есть День Конституции, вы плюете на Конституцию. С другой стороны, погодите, ну, стойте, давайте дискуссия, давайте разговаривать, потому что русский язык считается, ну, понятно, да, языком агрессора и так далее. То есть, да, говоришь по-русски. Сейчас очень большой тренд по этому поводу, как там детей переучить подросткам, чтобы не слушали русский рэп или там русскую музыку. Штрафы, если в машине себе включил, окно, не дай бог, открыл. Ну, в общем, такой процесс. Но примечательно, что только думающие люди
отмечают другие статьи. Значит, есть вот, например, смотрите, это не какой-то ликбез, это правда. Есть 64-я статья, там говорят, что в условиях военного или чрезвычайного положения есть отдельное ограничение, да, по Конституции. На этом козыряет власть. Но четко же в этой статье написано, не могут быть там ряд статей исключаться. То есть эти статьи на паузу ставить нельзя. Конкретно 27, 28, 29. Это о том, что государство должно защищать жизнь людей. Каждый имеет право защищать свою жизнь. Значит, никто не унижает честь и достоинство. И никто не может быть арестован или держаться, содержаться под стражей без решения суда. То есть, вот казалось бы, такой, все очень просто, все же написано, все доступно. Но вот по надусе Зеленского, особенно интересно, это при Дуде сказано было, да, это все подменяет. Как вам кажется, вот День Конституции, вот этот День Конституции в Украине, он же как бы вот подчеркивает стадии руин основы государства и как бы призывает к определенному демонтажу, потому что идеология заменяет условный вот этот общественный договор. Не Украина превыше всего, а там человек, гражданин, защита, там, унижение достоинства и так далее. Ведь это же, нам же говорили, украинская конституция лучшая в мире, поэтому она наилучшим образом не исполняется. Как вы думаете, все-таки есть ли какие-то перспективы противостоять идеологически вот этому конструкту, который произносит Зеленский в этот день Конституции, которая попрана и напоминает рулон неделовой бумаги? Ну, до тех пор, пока вот эти силы номинально во главе это вот теперь уже ставшего квазигосударственным образованием, это уже трудно государством назвать, как Щелин, по-моему, сказал довольно точно, что это больше религиозный сектантский культ сейчас. Я с этим, в принципе, согласна. Это то, о чем вы и говорите, как раз вот эта совокупность, в том числе и таких книжных магазинов, в сектантских лавок по форме и по сути. Пока контролируются средства массовой коммуникации и общественные процессы, в том числе невозможность, опять-таки, подлинно заявить альтернативную гражданскую позицию во всеуслышание, я такой возможности не вижу. Плюс слишком мощная, в том числе и финансовая поддержка со стороны уже вышеупомянутых западных элит, в кавычках. Они тоже уже напоминают какой-то сектантский непонятный культ, совершенно сумасшедшие, тоже шиза, как мне кажется. Но вот эта шизоидная надстройка, она рабочая, и за счет силового аппарата в первую очередь. Вот, кстати, что великолепным образом выполняется право на насилие. Тут даже оно злоупотребление правом на насилие. Что у государства исключительное право на насилие, а вот оно, как мне представляется, злоупотребляет этим исключительным правом, за счет чего сохраняется вот эта шизоидная, антипроектная, как один из ваших гостей говорит, надстройка. Потому что здесь идет магистральная идея через демонтаж. Это демонтаж фактически основ государственности, какой-либо. Это у нас специалисты по конституционному праву в том числе отмечали, что наиболее удачный текст вот этого главного кодифицированного закона государства, если брать общую температуру по палате среди стран бывшего Советского Союза, действительно наиболее удачный еще до тех поправок в преамбулу, которую Порошенко ради пиара внес касательно стремлений в ЕС и НАТО. Вот это демонтаж. То есть здесь уже основа демонтажная даже в преамбуле, потому что понятно,
понятное дело, что такая конструкция, она не жизнеспособна в силу того, что она противоречит своей изначальности по духу и по сути. Вот, условно говоря, это как, кстати, маленькая модель, то, что происходит с Украинской православной церковью. Это дух один, а навязывание другое идет силовым путем, и это встречает сопротивление в любом случае. То есть это извне привнесенная нездоровая штука, которая цивилизационно даже не ложится на вот этот культурно-исторический пласт. Что у нас цивилизационно изначально так случилось исторически, и это, я считаю, очень хорошо. Другие воззрения на чувственном даже уровне, мы по-другому понимаем этот мир. А это привнесенное извне, и оно ведет к демонтажу искусственным образом, потому что все, что привнесено искусственным агрессивным способом извне, оно неизбежно ведет к демонтажу, потому что оно не приживается. Это как попытаться сделать операцию, там, условно говоря, штырь поставить человеку из некачественного материала, будет отторжение. Ну, то, что изначально не подходит. Если это сделано плохо и неподходящим материалом, будет отторжение, некроз. Вот что происходит, по сути. Поэтому пока силовой аппарат, в первую очередь, и средства массовой коммуникации, включая СМИ, пока там доминирует вот эта вот повестка, Украина понад усе, ничего плохого на самом деле в этом нет, именно в базовом понимании. Но что плохого, что наше, условно, государство, если там со стороны украинцев посмотреть, даже меня ему понад усе, то есть, да, мы должны бы стремиться к чему-то хорошему, но не через демонтаж. Не через разрушение и не через проектность, что мы существуем только как анти. То есть здесь базы самобытности нет, есть база только на анти построена. И если бы не было России, или если бы ее вдруг не стало внезапно, и база бы у Украины тоже исчезла, потому что другой базы просто нет. Это мы видим. Ну, да, то есть не было бы Путина, не было бы Украины, понимаете? Да, и не было. Да, а если вот даже влажные мечты турбопатриотов украинских, условно, в какой-то параллельной реальности даже, если сбылись бы, вот все, нет России. Украины базы нет, потому что Украина – это антироссия. Нет России, то и антироссии тоже не будет, потому что базис исчезнет просто. Вот в чем вся история. И здесь уже можно прийти даже к философскому выводу, что как антироссия – это демонтаж, некроз, разрушение, но единственный, получается, путь сохранности – это быть всем вместе с нами. То есть там на паритетных, хороших началах все, но не быть анти. А другой базы нет, потому что она не была построена, и она даже в воображении не была у тех, кто вот этот вот проект готовил. У него была другая задача. Не для того, чтобы он существовал и процветал вне контекста России, чтобы ей противостоять. Там другого целеполагания в принципе нет. Ну, то есть это как бы антагонист и все. Смотрите, тут же как подается, что путь в Европу, европейский выбор, европейские ценности, это, мол, вот новая база, и нужно туда идти, туда стремиться. Как бы идеологически, да, то есть зачем нам нужен Европейский Союз, а не таможенный союз? Он же даже текущему шизоидному ЕС, вот эта вот база идеологическая, она тоже противоречит, чуть более чем полностью. Потому что хотя бы номинально на словах Европа декларирует права человека, свободу. Свобода заключается не только в свободе перемещения, но и в свободе мысли, в свободе выражения своей мысли, в свободе той формы, в том числе вербальной, то есть язык, да, через который можно выражать свою мысль. Дело в том, что
номинально стремящаяся на словах в Европу Украина вот этим самым европейским ценностям полностью противоречит по всем пунктам. Если мы посмотрим на все хорошее, доброе, светлое, что изначально там заявлено и к чему должно было бы стремиться, ну, как наилучшим образом, потому что это свобода, счастье, равноправие и человек. Вот здесь людина понад усе. Кстати, вот это было бы наиболее правильно, если бы это было сказано честно и воплощалось. Это людина понад усе, и вот эти человек прежде всего. И вот даже вот эти вот пункты, о которых вы говорили, цитируя Конституцию, они же как раз и декламируют то, что людина понад усе. Право на то, чтобы защищать свою жизнь. То есть человек – это центр. Это человек как бы в рамках системы большой Украины – это одно. Но система не главнее, чем один человек, который является частью этой системы. Вот о чем идет речь. Полина, вы верите в перспективы Стамбула, третьего раунда, Нет. после Нет. завершения обменов? А какие там перспективы? Нет, я считаю, что война, как и все прочие войны в истории, будут решаться, вопрос этих войн всегда решался на поле боя. То есть на словах, да, пришли, договорились в разных конфликтах, а по сути войны заканчиваются тогда, когда одна из сторон далее не может войну продолжать. На словах, да, можно, а на деле, думаю, нет, а какие перспективы? Во-первых, даже если вообразить, что Украина – это некоторая субъектная сторона, и взять Российскую Федерацию, позиции полностью диаметрально противоположны, они не сходятся даже по минимальным пунктам от слова совсем. Тогда о каком пути сближения позиций говорит Путин? Я думаю, что это сближение позиций, он имеет в виду не с Украиной как субъектом, а с теми лицами, которые обеспечивают ее боеспособность, позволяющую в тлеющей форме поддерживать конфликт. Потому что на общем таком базовом уровне то, что мы видим глазами, война идет с Украиной, а в подлинном широком смысле все-таки война идет с Западом руками Украины. То есть подлинная главная сторона конфликта – это Запад. Но он уже сейчас начинает, как мы уже выше отметили, в том числе на примере Европейского Союза, уже он не коллективный. Раньше вот это расхожее было выражение «коллективный Запад», но оно выражалось в первую очередь в том, вот эта коллективность, что у них была общая позиция, консолидированная по ключевым вопросам. Ну, в частности, по отношению к Российской Федерации. Сейчас этой консолидированной позиции нет, идет разобщенность, когда вот эта система, даже вот эта надгосударственная настройка в виде НАТО большая, да, если мы ее возьмем, то, что объединяет заокеанских товарищей из Западной Европы, там уже тоже разброд, шатания и множество разногласий. И это много вот этих вот пластов, и в том числе начавшийся на наших глазах демонтаж Европейского Союза, позволяет России не вот с огромным вот этим вот, не с огромными надгосударственными надстройками беседовать, а позволяет уже по отдельности решать вопросы там с разными субъектами, которые постепенно, скажем так, отмежевываются от этой общей системы, ну, там, условно говоря, бывшего коллективного Запада, уже бывшего, можно сказать. Поэтому здесь думаю, что имеется в виду в первую очередь Соединенные Штаты, которые являются главным спонсором и оружием, и деньгами Украины, что позволяет поддерживать ее в той или иной форме боеспособности, далее вести боевые действия. Здесь, наверное, больше вот этот момент имеется в виду. Я не могу понять. Вот смотрите,
Ну вот, если там возвращаясь там, к русскому языку, то там очередной там скандал, молодежь слушает музыку, это все как бы в Инстаграме, да, то есть это все выставляется, там, в общем, наехали на них за эту русскую музыку, на молодых людей, вечером сидели, включили, наверное, на колонке, в общем. И возникает очень интересный такой эпизод, да. То есть я вот вчера в прямом эфире там у себя в шуме рассказывал о том, что, ну, обычная бытовая история. Человек едет на море, снимает квартиру, квартира не устраивает, ну, да, вот там риэлторы через риэлторов. Понятно, что все хотят заработать свои 3 копейки. Где-то там приукрашенная фотография, она там не соответствует, все там ободранное, обшарпанное. Начинается скандал по поводу этого всего. Да, украли там цепочку. В общем, такие бытовые вещи. Да. Но в момент вот этой бытовой ссоры, да, с там, риэлтором, например, да, который сдает, показывает квартиру, говорят, мы сейчас позвоним ТЦК, позвоним бандитам. Случаев... А сейчас это одно и то же почти. Ну, так вы понимаете, то есть, то есть вот это же вроде переживали, вроде уже выплюнули, вроде все бандиты 90-х уже во власти. Ну, или кто в земле, кто во власти, то есть, да, кто, ну, вроде бы, ну, как, мы параллельно по-своему, но очень близко, да, и Россия и Украина проходили ну, эту дорогу. То есть, все примерно понимают, о чем речь, да, бандитский беспредел, разборки, какие-то там кто-то кого-то. Я уже, правда, то есть, нет, ну, понятно, что это все отголоски и шлейф тянется далеко, ну, бандитами давненько не пугали. Ну, вот именно бандитами, да, вот это. А сейчас, получается, это все возобновляется, и вот она пугает бандитами и ТЦК. Вот Киевская область, подростки слушают, или там Киев, подростки слушают русскую музыку, приклепалась какая-то женщина в Инстаграме, публикует видео, вот какие-сякие, пишут военные, говорят, сейчас мы приедем, положим их лицом в пол. То есть ехать полчаса. Ну, это вот прям случай. Ну, если там, вот, давайте, там вот это все. И вот это вот сидишь и думаешь, погодите. Так, вот многие говорят о деградации. Я сейчас не беру государство. Мы с вами обсудили там демонтаж, конституцию там и так далее. Но есть же еще в этом всем зашиты и общественные отношения. Общественные отношения, которые строятся, простите, на современный лад. Молодые люди, которые могут спокойно на смартфон закачать чат GPT, если своего ума нет, да, там что-то узнать, пробить, прогуглить, посмотреть, верифицировать, найти какую-то информацию. Это же даже не 90-е, когда там компьютеры были в компьютерном клубе и заходили, там платили сколько-то там гривен или рублей, сидели, играли в какую-то игрушку, там какой-то футбольчик или какой-нибудь там, да, когда компьютер был не у каждого, и там телефоны эти лопаты, то есть, да, там сотовая связь. Понимаете? Это же современный уровень, ну, как человека. А получается, система отношений откатывается все равно назад. И даже вот эти, ну, такие ништяки, а все равно-то жить, ну, как бы комфортно. Да, сейчас все удивляются, что нет там такого там прям голода, да, там. Это не какие-то там прошлые века, прошлые там столетия, когда там люди просто умирали, потому что болезнь не умеют лечить, например, или там что-то случается. Понятно, что есть нищета, бедность, война, это всегда ходит рядом, но имеется в виду все равно, даже в Африке там как бы много наделали ширпотреба, выкинули там какие-то там тапки, потому что китайцы настрогают еще какие-то резиновые тапки, уже нет такого дефицита. Да, то есть, а раньше там все ремонтировали, все там ценили эту там одежду, обувь. То есть мы абсолютно в новом укладе живем, а откатываемся назад. Как с обществом быть в этой связи? Мы, такое ощущение, приходим к неизбежности конца войны, потому что война закончится из-за того, что не хватит сил, ну там, ресурсов. А с обществом что делать? Которое, получается, уже в 90-х живет. Раз солдатики, ТЦКшники или какие-то там еще непонятные приезжают там за русскую музыку класть мордой в пол или защищают, крышуют какого-то там, не знаю, горе-риэлтора. Здесь, знаете, как говорится, там, где нет закона, там нет преступления. А был бы здоровский перформанс, если бы кто-то
В День Конституции, значит, посвятил себе отдельной статье, устроил бы какую-нибудь акцию, но, правда, за это поплатился бы, но со ссылкой на Конституцию, имея право слушать русское, говорить на русском. Это был бы классный перформанс. В День Конституции со ссылкой на Конституцию. Это так, тему. Потому что, вы знаете, мне кажется, ситуация даже хуже, чем в 90-е годы в данном случае. Потому что если в 90-х не было вот этой идеологической, квазисектантской надстройки, то есть стратификация социальная происходила, как правило, основанная на ресурсах. Там силовой, у кого там те же бандиты, да, у кого есть деньги, у кого есть оружие, те сильнее, там условная крыша. Но это не было чем-то, что разделяло людей по национальному, религиозному и иным признакам. Сейчас ситуация хуже. То есть вот этот бандитский квазисиловой аппарат, совмещенный с финансовым аппаратом, он уже используется против людей. То есть уже людей начинают в унтерменш, недочеловеков, записывать по тому принципу, какую музыку они слушают, на каком языке они говорят и так далее. То есть если там были экономические мотивы в 90-х годах, то сейчас идеологические мотивы, это пострашнее будет. Это как раз предтеча к такому глубинному гражданскому уже противостоянию, потому что внутри уже даже в поствоенной фазе. Но это из-за отсутствия аппарата управления и грамотного применения права на насилие со стороны государства, которое в первую очередь должно обеспечивать контроль. Если нет контроля, значит, нет порядка. Если нет закона, то есть даже если он номинально написан где-то, в той же Конституции, там право свободного хождения русского языка, использования, там отдельно русский язык выписан отдельно в этой статье. Кстати, удивлена, что до сих пор ее не выпилили за все годы. Вот это прям удивительная тема. Военное положение, нельзя менять Конституцию. Пардон, окей. Она ж на паузе, точно. Да, она ж на паузе, да. Можно и не менять, в общем-то. Но вот в День Конституции, если уж этот гопник вышел и начал рассказывать понад усе, то там людина понад усе и права людини понад усе должны быть, если уж так по-хорошему. А здесь, с учетом того, что нет обеспечения выполнения законодательных вот этих нормативно-правовых актов, а главный закон каждого государства кодифицированный – это Конституция. Если этого нет, то и порядка не будет, а значит, и преступления нет, если за него не идет покарание. Полина, у нас такой сегодня больше философский, конечно, разговор, поэтому давайте закончим философски. Давайте. Получается, что какой-то ГУЛАГ 95. Кстати, хорошее название, там можно потом фильм снять будет. То есть, понимаете, в каком смысле? В смысле, что вроде бы все рядится под нужды страны, обороны, в общем, вот это все патриотическое, но по сути мы приходим к тому, что люди живут на самом деле своей жизнью. Я, например, обалдел, когда вчера Петр Павел, президент Чехии, в футболочке AC/DC, да, пришел на концерт AC/DC. То есть, это жизнь, да. И я посмотрел на это немножко другими глазами, попробовал посмотреть. То есть, смотрите, вот эта Европа, которая там плохая, там такая разная, там СССР 2.0, эти все, скажем так, можно как бы ее хулить, но они живут своей жизнью параллельной. А украинцы, нет, тоже есть концерты, тоже можно под сердючку потанцевать, тоже можно отдохнуть на пляже. Все это тоже есть. Но ты видишь, что сейчас идет трансформация от образа, условной жертвы 22-23 года
Что это предполагает? Ну, то есть жертва нападения. Большая страна напала на страну поменьше, ядерная напала на неядерную, мы жертвы. Но люди не привыкли думать, что можно же было условно остановиться, хорошо, не в 22 году на Стамбуле, но можно было там после контрнаступления, которое там отбило часть территории, тогда садиться за стол переговоров. Можно было на лучших условиях, чем есть сейчас, завершать войну, и вот этот образ жертвы, который расплескали и растеряли, можно было использовать, да? И более того, там, и Россия бы чего-то заплатила или как-то там помогла бы, да, в регулировании там, ситуации, и Запад бы тоже. И, в принципе, потеряв территории, и на тот момент еще не так много людей, но много тоже людей на тот момент, можно было бы вот этим образом жертвы, скажем так, козыряя, получить выгоду от всего произошедшего. И в историческом плане тоже. Сейчас образ жертвы трансформируется в образ понадусе, героизма, там, но у героя нет мудрого решения. Герой может только или выжить, и это уже победа, или умереть во славу там, идеалов понадусе или других идеалов. То есть миссия героя и пример героя из литературы, истории, он заключается в смерти. То есть ты положил свою жизнь за, ну, условно, что-то. То есть, а из всей Украины делают вот этого героя, которая должна умереть во имя чего-то. Но тут же вопрос, а если там люди... Есть вариант, чтобы не умирать? И как вы думаете, вот в этом же, наверное, самая главная опасность, когда, условно, там, да, там, 22-23 год, один образ трансформировался в абсолютно другой. То есть, да, мы теряем территории, да, темпы россиян идут примерно май-июнь одинаково высокие. То есть, все отмечают продвижение по фронту. Да, но мы там ударили по Москве беспилотниками, например. Или там поразили какую-то базу. Или вот смотрите, операция какая-то диверсионная. Или ликвидировали кого-то из высокопоставленных. Ну, то есть, образ героя сейчас культивируется. Это последний образ государства Украины? Или есть варианты трансформации от жертвы к герою и дальше во что-то мудрое? Не, я не согласна, что эта трансформация идет к герою, эта трансформация идет к пиявке. Я бы так это назвала. Ну, тут по нисходящей. Как раз был изначально пласт, одновременно совмещающий в себе и жертву, и героя. Это было сначала. Сейчас и то, и другое улетучивается. Это становится, знаете, агрессивным, подобно агрессивному хищному зверьку, который, ну, знаете, вот это как, какую бы аналогию привести? Ну, какой-нибудь хищный зверечек не слишком... Он симпатично выглядит, особенно в детстве, например. А потом он становится опасным и даже... Ну, с ним не хотят сожительствовать. Вот, допустим, скунс. Вот такой. Он симпатично выглядит, но он издает неприятный запах, с ним не хочется как-то рядом находиться. И то, это слишком, наверное, даже конвенциональное сравнение. Тут в голову приходит, знаете, такая штука, что на Германию поначалу все смотрели, многие, как на жертву, особенно по итогам Первой мировой, на фоне чего пришел Гитлер со своей кодлой под лозунги «нет позорным репарациям». Там были серьезные ограничения по Версальско-Вашингтонской системе, там в первую очередь военные. Во многом тоже, да, образ жертвы эксплуатировался, кстати, там силами, которые в итоге к власти пришли, они на образе жертвы пришли. И на том мотиве, что мы этот образ жертвы ликвидируем, и мы станем героями,
и будем дальше. Там тоже Німеччина понад усе, если по-украински говорить. Вот. Много схожестей в этом смысле. В этом смысле очень много схожестей и с Израилем, который эксплуатировал образ жертвы на протяжении более чем 70, ну, он начал улетучиваться. Да, более чем 70 лет, можно так сказать. Эксплуатировался образ жертвы. Полностью сейчас он улетучился. Даже самые упоротые в шоке смотрят на то, что кровавая Нетаньяху творит со своей кодлой. Мое оценочное суждение. Значит, здесь идет трансформация вообще в другой пласт. Больше, наверное, в прозрение, что совсем-то как-то и не жертва была изначально, наверное, на общем фоне. Я не беру частности, я не беру людей, которые являются заложниками этой системы, заложниками обстоятельств условного жителя, в балкон которого или дрон прилетел, или обломок ПВО, или фрагмент ракеты сбитый. Вот на этом уровне это жертва. А вот эта вот система античеловеческая совершенно, бандеровская, сектантская, с нацистскими магистральными идеями, это не жертва. Тут уже кто агрессор даже на ментальном уровне получается, если изначально декламируются античеловеческие и антисоциальные, антицивилизационные нарративы, которые противоречат полностью тому, к чему на словах, мы уже это выше отметили, Украина стремится. Ну, ГУЛАГ 95 получается. Да. Просто, понимаете, а корни-то глубоко все равно. Вот эта история с новой главой разведки Британии Ми-6, с ее отцом и дедом. Там биография, мое почтение. То есть мы же понимаем... Нацистские сионисты. Такой комбо. Комбо просто, да. То есть это надо было постараться так родиться. Ну, это только в Украине возможно. Но он же украинец-то, добровольский. Да. То есть бежал с Красной Армии, разведчик, мясник, агент 30. Только в Украине это возможно. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Спасибо, уважаемые зрители. Друзья, Полина Реутова, телеграм «Оптимистка в штатском». Переходите, интересуйтесь, ставьте лайк этому видео, напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света.